Я приветствую вас, представители знака зодиака Козерог. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Давайте узнаем, что же скоро произойдет или случится. И неделя, конечно, это не такой большой срок, но все же какие-то подсказки мы всегда хотим получить. И у нас сегодня две колоды. Это старинный цыганский пасьянс и колода Таро. Давайте узнаем и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки все же вы получите. Или пазл словно сложится у вас в отношении какого-то вопроса, который вы сейчас обдумываете, глядя на метафору карт. Итак, события ближайшего будущего, ближайших дней. С чем это будет связано? Как видят это карты или раскрывают какую палитру событий перед нами карты. И я должна сказать, что вот эти маленькие карты пасьянса, они именно про событийный ряд, так беспристрастно. Но не воспринимаем все буквально. Я смотрю, что у вас совпадает. И вы смотрите тоже. Я должна сказать, что в этом пасьянсе мы можем складывать те карты, которые находятся с краю. И по вертикали, и по горизонтали. И здесь у нас получается начало и конец от этого ряда. Полное исполнение желаний. Это не что иное, как колчан со стрелами. Поэтому у вас, мои дорогие козероги, знаете, но рядом не выпали все же эти карты. И поэтому для вас будет очень важно увидеть возможность решения какого-то вопроса. Может быть, знаете, это как точка отправная чего-то, как начало нового жизненного этапа. Или решение на самом деле проблемы или вопроса, который, ну, лежит словно за гранью. Не совсем на поверхности. Но тем не менее, быть довольным, остаться радостным буквально от решения какой-то вашей важной темы вы можете. Поэтому не отказывайтесь от альтернативных вариантов или рассматривайте их. И здесь у каждого по-своему. К примеру, вы ищете работу. Ну, значит, расширьте диапазон своего поиска. Рассматривайте свою профессию не в какой-то узкой, может быть, области, плоскости или то, что вы хотите осуществить, а рассмотрите что-то еще, как новые возможности приложения ваших знаний, ваших умений, ваших навыков. И где-то это касается любого дела, у каждого своя тут задумка, правда. Но, значит, если мы перед собой жестких табу не ставим, тогда у нас и получается решить какой-то вопрос. Идем дальше. Ну, такое обещающее начало. И выпадает закрытый путь. Я могу, конечно, предположить, это вы куда-то не едете, может быть, в силу сложившихся обстоятельств, или вы не видите уже целесообразности. Может быть, была у кого-то из вас запланирована как поездка человека к вам, приезд человека. И здесь тоже может что-то отменяться. Или, мои дорогие, для кого-то наоборот, с учетом того, что карты нам с первого ряда говорят, что могут исполниться – как ваши какие-то желания. Может быть, наоборот, была та поездка, которую вы не хотели отправляться. И здесь вы будете даже рады тому, что ехать никуда не придется. Это может символизировать этот замок об окончании и как жизненного этапа. И у вас еще выпадает якорь. Якорь – это наша уверенность, это, ну, где-то наша защищенность. Это может быть и в плане финансов, вот этот фундамент нашего благополучия, но, безусловно, уверенность в собственных силах. Очень позитивный момент. Значит, все идет так, как надо, мои дорогие козероги. Я бы сказала, на эту неделю у вас достаточно прогнозируемая неделя. Или те дни, когда вы по максимуму можете что-то для себя осуществить. Ну да, вот если мы рассматриваем второй ряд и крайние карты, посмотрите, выпадает листва. Это значение называется дерево. То есть это
может, с учетом того, что выпал еще и замок, перенос, кстати, какой-то поездки или ожидание поездки, или прежде был какой-то закрытый путь, а вот теперь появятся новые возможности, возможно и так. Или эта карта будет говорить о том, что не все вопросы удается решить. Есть и те, которые, может быть, потребуют от вас согласований. Или, как я говорю, не пустое ожидание, а именно присутствует регламент, когда мы должны дождаться, к примеру, нужного документа, и тут мы ускорить тоже ничего не можем. Но, тем не менее, как и есть какой-то драйв или есть возможности, но так и есть еще то, что не совсем быстро происходит или не совсем укладывается во временные рамки того, что мы хотели или запланировали осуществить. Но так или иначе, карта или значение якоря говорит о том, что у вас сильная позиция на эту неделю. Поэтому будьте рациональны. Смотрю, что у вас еще совпало. Что нам еще расскажут карты? Пересматриваю крайние ряды в том числе. И пока не вижу, мои дорогие козероги. Давайте на картах Таро раскроем эти значения. И первая карта Таро – неожиданности. Неожиданные события. С чем это может быть связано? А вторую карту я хочу назвать «Добрые события» или «Что вас приятно удивит или обрадует». Третья карта «К чему все идет». Сфера ваших достижений, денег, работы, обучения и личная жизнь, и любовь. Что же, неожиданности? Праздник, правда, какая-то встреча, сам по себе праздник прописан, и дружба. Есть и в этой карте значение многих контактов, или сама по себе, ну, как общительность, или взаимодействие с другими людьми. Но, значит, вы сумеете со всеми договориться, или, если вам нужно, прояснить тот или иной вопрос, то через дипломатию для вас нет ничего невозможного. Может быть, это как известие от друга, подруги, может быть, это касается даже личной жизни, но в неожиданностях праздник. Значит, это какая-то приятная, как минимум, новость, которая создает для вас хорошее настроение или открывает для вас, может быть, новые перспективы. Может быть, это и предложение от друзей. Или пусть это не друг, а какое-то контактное лицо. Может быть, это касается работы или личной жизни. Неважно. И значит, может по этой карте прийти как новое вдохновение. Ох, я теперь могу осуществить свой проект. Или я теперь могу быть к своей мечте, ну, как минимум на пару шагов ближе. Поэтому радость будем говорить в неожиданностях. Что же добрые события или что приятно удивит? А ведь правда, тут что-то может приятно удивить. Как ваша мечта может быть исполнена. Очень символично. Вторая карта Таро и первое значение – исполнение желаний. И это нулевой аркан. Помните, что вы еще на самом первом каком-то этапе жизни находитесь. И если нулевой аркан в остальных колодах Таро называется шут или дурак, в этой колоде называется мечтатель. Мои дорогие козероги, поэтому это начало чего-то. Это, ну, вера в собственные силы. Но есть еще и протекция, то есть защита, опять же. И сам ангел стоит за спиной вот у этой девочки. Она несется, не глядя себе под ноги и не видя обрыва. Мы, конечно, не на карте с вами, и поэтому быть внимательным, прозорливым, на пару шагов вперед видеть определенно для вас будет важно. Но в то же время, словно высшие силы, вас берегут, сохраняют. И я бы сказала по этой карте, это как ваша какая-то задумка или мечта действительно приближается к вам. Или вы ее можете приблизить. Поэтому рассмотрите разные варианты. Не отказывайтесь от своих целей, намерений, если в какой-то период времени вы не знаете, как поступить. Для кого-то из вас завершение действительно прежнего этапа жизни и начало совершенно нового. Какая-то перезагрузка у вас может быть, мои дорогие козероги, на этой неделе. К чему все идет? Но мы ведь можем так и не увидеть эту возможность, которая представлена как тот кубок,
Кстати, кубок с крыльями, обратите внимание, в этой колоде на некоторых картах прорисован сам ангел, или нет вообще изображения ангела. И вот где нет, например, праздник, да, или дружба, именно в этой колоде дружба больше проходит, или про какие-то контакты, которые ведут, ну, или к радости, или к какому-то воодушевлению, или когда мы можем разделить этот праздник с друзьями. И это зависит от вас. А вот именно есть еще и такие карты, когда добавляет или добавил художник крыльев. Есть как, ну, полет, имеется в виду вашей мечты, вашего вдохновения. Не совсем здесь все рационально. И иррационально тоже, поскольку человек, он, скорее всего, очень рационален, поскольку он доверяет именно материализму. Вот он и уставился на 3 пустых кубка. То, что он может увидеть на данный период времени. Но смотреть-то там, по сути, не на что. А на самом деле эта возможность пришла совсем с другой стороны. Ему, прежде чем увидеть, нужно развернуться и поднять голову вверх. Но он даже не оглядывается по сторонам, он этого не видит. Поэтому кто-то из вас к чему все идет. Знаете, наше намерение, цель или мечта очень начинается с какого-то зыбкого проекта или с того, что мы действительно хотим осуществить, воплотить в жизнь. Но на данном этапе мы пока не знаем, как действовать или каким образом это осуществить. И мы часто именно на этом этапе отказываемся. Мы думаем, что так правильно и рационально. Но помните, у нас сейчас новая эпоха жизни, когда именно иррационально или то, что мы называем вера в собственные силы. Именно чудаки меняют мир. Поэтому не будьте где-то очень жесткими к самим себе или к своей мечте. Допускайте, что возможности иногда к нам приходят тем путем, которого мы совершенно не предполагали. И для нас будет важно увидеть, не говорить себе жесткого табу. Иначе вот этот кубок, который словно парит в воздухе, и показан нам на карте, а это к чему все идет, и это какое-то продолжение следует, так мы можем этого и не увидеть. И мы все разные. Кто-то застрянет буквально в материализме, не случайно вот эти 3 пустых кубка, и будет сетовать на жизнь и говорить: а у меня ничего не получится, и ничего я тут не хочу, ни в какие я добрые эмоции, ни в какую добрую дружбу не верю. И нет у меня никаких таких проектов, которые пока не совсем очень прагматичны, но греют душу. Так мы можем эту мечту словно положить в стол или вот эти крылья обрезать собственной мечте, потому что мы на данный период времени не знаем, как с этим взаимодействовать. Но если мы об этом думаем каждый день, мы хотим изменить наше качество жизни. И если думать об этом каждый день или возвращаться хотя бы к этой мысли. Помните, мысль материальна, и шаг за шагом мы, наконец, можем видеть, каким образом мы можем решить тот или иной вопрос или воплотить свою мечту в жизнь. Вот этот тонкий нюанс переложите на свою жизнь, потому что для вас карты, с одной стороны, говорят: праздник есть уверенность, но мы можем застрять вот в этом якоре. С одной стороны, ведь это очень добрая позиция, когда уверенность, я сказала, надежность, некоторая защищенность. Но когда мы соглашаемся на что-то новое, всегда имеется определенная доля риска. И, наверное, невозможно победить, не рискнув однажды. Я не имею в виду риск, я не имею в виду, мои дорогие, ни в коем случае, помните, легкие деньги опасны, никакие лотереи нет, а именно вашу возможность. Новое приложение вашего таланта, новое приложение ваших ресурсов. Для себя поставить задачу просто быть счастливым, мои дорогие, но не смотреть это точно в эти 3 пустые кубка. То, что было, то уже произошло. Отпускайте прошлое, потому что у вас перезагрузка, если можно так сказать, переформатирование вашей собственной жизни. Ну и, наверное, вот эта 5 кубков – это на достижение. Кто-то увидит эту возможность, а кто-то будет сетовать на судьбу. И 5 кубков – это всегда эмоции, помните? И это на достижение, на работу, на осуществление какого-то проекта. Вы можете говорить, что нет, есть только реальность, а иррациональное
в моей жизни не существует. И этим самым вы себе отрезаете как путь от новых возможностей. Нам девушка изображена на карте, обратите внимание, как образ ангела находится за ее спиной. Ангел словно утешает и уговаривает ее через внутренние ощущения: перестань сокрушаться по поводу ерунды, по поводу 3 разлитых кубков. 2 еще стоят на столе. И, кстати, молоко, которое тоже пролито, оно, тем не менее, еще пакет у нас на столе присутствует. И, кстати, это именно нужно смотреть в небо. Это нужно уметь увидеть эту самую возможность. Очень символично, что 2 карты практически идут в одном значении. И то, что я долго говорила, по 4 воды продолжает 5. Мы можем так и застрять в прошлом или застрять в каком-то материализме, а возможности к нам приходят альтернативным путем. И если здесь человек нам показан, он просто смотрит на 3 пустых бокала, а здесь у нас девушка закрыла глаза. Она опять же не видит реальность. А если бы она подняла голову вверх и поняла, что, ну и что разлиты 3 кубка, ну, может быть, какая-то наша ошибка. Давайте себе право на ошибку, мои дорогие козероги. Не будьте к себе очень жесткие, будьте к себе добрее, милосерднее. Вы можете столкнуться на этой неделе с такими сложными эмоциями, когда мне не везет или у меня не получается решить какой-то вопрос. Тогда и не получится его решить, если вы пробуете одни и те же методы или основываетесь на прежних каких-то своих усилиях или своей какой-либо тактике, стратегии. Здесь ее тоже нужно менять. И я по этой карте всегда мне хочется сказать, повторить слова Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И у кого-то это как ваши достижения. Они находятся тоже в новой плоскости. Перезагрузка. Хватит сокрушаться о том, что случилось или произошло, даже если это было со знаком минус. Давайте посмотрим, что же нам скажут на личную жизнь. По 7 жезлов здесь много людей, которые пытаются с вами провзаимодействовать или пытаются вас на что-то уговорить, к чему-то склонить. И все же 7 мы всегда сохраняем самим себя. И пусть это на личную жизнь, 7 жезлов не совсем тут про любовь. Здесь могут быть некоторые сложности по части ваших личных намерений, желаний. Это нам говорят в целом. Может быть и некоторая многозадачность, потому что посмотрите, как на карте прорисован человек, который вооружился 1 жезлом, а в это время 6 жезлов словно пытаются достать нашего героя. И нам говорят: да, ты можешь начать кому-то что-то доказывать или в привычке какой-то откликаться на все вот эти запросы или соглашаться на какие-то дела или на ту самую многозадачность, а по факту важно не это, важен ты сам. И, скорее всего, все карты вам говорят, на этой неделе вам нужно свою собственную стратегию, тактику продумывать. Вам, может быть, и дается вот эта уверенность или вот этот якорь, но это не должно превратиться в какой-то застой. И иногда, когда нам выпадает якорь, ничего не происходит. Да, вроде бы все у нас контролируемо. Или мы чувствуем себя как под защитой, и это на самом деле так. Но этот период нам дается для перезагрузки. Для того, чтобы мы правильно поняли, куда же мы идем. Что же мы хотим достичь. Или какого качества жизни. И когда 7 выпадает жезлов, вот это место для маневра. Или не соглашайтесь быстро на что-либо. Не соглашайтесь, это не значит, мы говорим кому-то нет. Это значит, мы берем, может быть, некоторую паузу, опять же, для этого маневра, чтобы обдумать, а нужно ли нам идти в этом направлении, а нужно ли нам этим заниматься, или нужно ли мне действовать, как прежде. Вполне вероятно, на данном этапе мы не видим, как разовьются события. И самое время не включаться, опять же, в какую-то работу или не торопиться соглашаться на первое попавшееся. А нужно думать, как свою жизнь обустроить с большим или лучшим качеством жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, такой вот интересный расклад, больше философский. Почему? Потому что все 3 карты, которые нам выпадают, действительно говорят о некоторой паузе. Но у вас старший аркан.
нулевой мечтатель говорит, и это в позиции, как добрые события или что вас приятно обрадует. Здесь сама мечта меняет вашу жизнь к лучшему. Ну вот поэтому и не подрезайте ей крылья. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.